Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина Никита. Шьем юбку для елки, чтобы скрыть некрасивые ножки. В СССРовские времена клали вату, ткань, ну а в наши времена ставят какие-нибудь декоративные коробки и загораживают эти ножки, а кто и вообще ничего не загораживает. Я взяла ткань в 4 сложения и от этого угла отмерила 35 сантиметров. Подчертила и вырезала. Но вы должны ориентироваться на свои ножки. Ножки бывают и 20 сантиметров, и 40 сантиметров. И теперь я уголок немножечко срезаю. Потом я подровняю, посмотрю. Здесь будет у нас ножка. И делаю разрез. Один, единственный. Мы делаем с вами разрез, чтобы мы могли смело одеть на елку. Вот так это выглядит. У меня есть вот такие остатки от штор. Когда отрезались шторы, вот такая сетка, тюль. Обрезки у меня довольно-таки длинные и широкие, 22 сантиметра. И я 22 нам очень много. Делю на 11 сантиметров, делаю надсечку и просто вот так вот рву. И она рвется у вас ровно, резать ничего не надо. Сделала я сборку. Все длинные полоски соединила в единое полотно, в длинную полоску. И теперь мы с вами прошиваем. Мы можем пришивать, прям начиная с края. И когда у нас заканчивается край, отрезать. Но также мы можем, вот мы пришиваем, поднимаем рюши, делаем разворот и пошли в другом направлении. Для красоты можно использовать вот такую отделку, если вам не жалко. И у вас есть еще такой вариант, не собирая отдельно, не делая рюши, вы можете прям по месту. Берете полоску и когда вы шьете, уже делать складочки. Можно воспользоваться лапкой для сборки, у кого есть. Вот такая юбка у меня получается. Пришила я рюши. Промежутки я сделала 4 сантиметра. Ничего не рисовала. И боковой шов, вот этот, я подвернула 2 раза и прошила. А вниз можно отделать косой бейкой или также пришить рюши, обметать на оверлоке. Но я нашла шитье, пришила к изнаночной стороне. И теперь я вот так отверну и еще приложу строчку. Тем самым я скрою неровный шов, необработанный. И вот такой низ у меня получится. Когда я начинала пришивать шитье, по этой стороне, видите, хвостик я загнула на лицевую сторону. И теперь я выпрямляю. И посмотрите, у нас ровный край. Здесь не видно ни ниток, ни ровностей. И теперь я подворачиваю и прокладываю строчку. Прошила низ. Посмотрите, как аккуратно, здоровенько это все выглядит. Чистенько. Но это еще не все. У всех юбки как юбки, но я решила юбки сделать воротник стойку. Она будет на ножке. Взяла прямоугольник в 2 сложения, прошила бока. Пришила я кружева. Можно сделать любые веревочки. Единственное, кружева нельзя сильно затягивать, иначе вы их потом не развяжете. Чисто так зафиксировать. Я прошивала по изнанке. Сделаем небольшие надсечки. И теперь подворачиваем. И проходимся по лицу. И здесь можно также сделать рюши. Такие же рюши. Или пришить какие-нибудь красивые кружева. Ну вот, посмотрите, как аккуратно смотрится воротник. Все, друзья мои, юбка на елку уже готова. Завязочки сделала на воротнике стойка. Но воротник не обязательно делать. Пустила я рюши и пришила еще завязочки. Вот прям посередине.
чтобы она не топорщилась. Я вам сейчас это все продемонстрирую, но продемонстрирую на манекене. Посмотрите, какая прелесть. Просто прям облако, снег. Но хочу сказать, сшили вы один раз, и служит это долгие-долгие годы. Потому что Новый год у нас только один раз в году. Ну вот посмотрите, как это интересно все выглядит. Такая воздушность, такой красивый. Елку я еще пока что не наряжала. Буду на днях. Тогда сделаю заставку, как это выглядит на елке. Но у меня в мыслях сделать еще такую юбку, только немножечко в другой технике. Подарить своим близким. Ну на этом все. С вами Валентина Никита. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии. Заходите просто в гости. С наступающим праздником вас, мои дорогие!